Итак, это моя йогуртовая запеканка. Смотри, какая прелесть. И пышная тоже. Если хотите узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все это покажу. Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам выпечку совсем что необычное. Это йогуртовая запеканка или йогуртовый пирог. Честно скажу, я никогда раньше не видел, а что-то такое необычное захотелось, и мне кто-то на Фейсбуке прислал рецепт. Я посмотрел на фотографии, это обалденный, выглядело совсем обалденно, и я не сдержался и решил это приготовить и с вами поделиться моим экспериментом. Давайте приступим. Итак, как всегда, все составляющие у меня уже приготовлены. Здесь на столе, здесь много составляющих не идет. Крахмал, изюм. За место изюма можно поставить шоколад. Но я честно скажу, мне не нравится шоколад в выпечке. Мне нравится шоколад, как он есть. Так что я шоколад не добавляю. Сахар, пекарный порошок, йогурт и 4 яйца. И все это делается очень-очень легко. В первую очередь мы возьмем наши яйца. У меня здесь 4 яйца. Разделим белки от желтков. Теперь сюда к желткам я высыпаю весь сахар. Добавляю наш пекарный порошок. Добавляю наш йогурт. Здесь йогурт я уже померил. Сама эта баночка у нас 500 грамм. Нам надо только 400, так что 100 грамм я туда вытащу. Остальное все идет сюда. Честно скажу, когда я первый раз увидел этот рецепт, я не мог поверить, что это делается без всякой муки, на крахмале. Так что я, честно скажу, никогда на крахмале не выпекал, и мне самому интересно посмотреть, что же получится. Так что это это, можно сказать, что эксперимент тоже. Так, и теперь я туда высыпаю весь наш крахмал. Так. Сейчас я это немножко перемешаю. Так, и пропустим быстренько через миксер. Начинаем с маленькой скорости и скорость прибавляем. Теперь я прополосну наши миксеры. А теперь мы собьем наши белки. Итак, наши белки взбились, и теперь я их потихонечку перемешаю с основной массой. Советую мешать медленно, чтобы белки не потеряли свой воздух, потому что самое главное нам воздух, потому что если тогда эта запеканка должна получиться очень воздушная. И вот потихонечку начнем перемешивать с основной массой, чтобы получилась у нас однородная масса.
И все это пойдет в духовку на 170 градусов на 45-60 минут. В это время, пока я все это перемешиваю и готовлю, моя духовка уже нагревается до положенной температуры. Так что не терять время, когда вы начнете это все готовить, взбивать здесь, замешивать, уже можно включить духовку, потому что вся эта замеска возьмет только максимум 10 минут, а за это время уже духовка вся разогреется. И тем временем не забудьте, что у каждого разные духовки и у каждого по-разному духовка работает. Посмотрите, какая у нас пышная масса получается. Честно скажу, я никогда это не делал, но мне рецепт заинтриговал, и мне захотелось это сделать, попробовать. Так, в этот момент можно теперь наш изюм добавить все сюда. Сразу же скажу, по оригинальному рецепту, кто мне присылал этот рецепт, за место изюма они засыпали немножко шоколада. Но я сам шоколад не люблю. И я люблю шоколад в каком он в чистом виде, но я шоколад не люблю в всяких приготовлениях или выпечке, потому что я в свое время, когда жил в Америке, там добавляли шоколад везде. И я, наверное, шоколад там приел. Так, теперь я взял одну форму для торта, для выпечки бисквита. Но я сюда засунул просто бумагу. Не так точно, так в грубом виде бумагу поставил. Немного попрыскал сюда пекарное масло, у меня такой спрей, чтобы не подгорало. Вот это тоже попрыскал. И в таком виде мы сейчас все сюда перельем в эту форму. И теперь все мы переливаем сюда в форму. Масса сама по себе пышная уже. Таким образом немножко я подровняю. Потому что изюм может стать подгорать, так что мне надо посмотреть, чтобы изюм там внутри оказался. А то значит, будет еще подгорать и будет нехорошо. Итак, посмотри, какая пышная масса у меня получилась. Это просто прелесть. Итак, у меня духовка уже разогрелась до 170 градусов. С Богом! Итак, наша запеканка готова. Пора ее вытащить. Я ее держал намного меньше, чем мне по рецепту было, потому что мне, оказывается, форма сама по себе очень широкая оказалась. И, конечно, температура выдержки в духовке намного меньше. Так, сейчас посыпем немножко сахарной пудры. С формы она вышла очень-очень хорошо, но она очень мягкая. Так что мне можно сказать, что это не больше как напоминает на запеканку. Теперь что я сделаю? Я попробую разрезать, посмотрим, насколько она пышная или что-то такое. Разрезается как пух. Вот такое у нас получилось внутри. И теперь я сейчас на тарелочку и попробуем, что ж у нас на самом деле здесь получилось. Итак, посмотрите, это моя йогуртовая запеканка. Первый раз я ее попытался сделать. Итак, давайте посмотрим, что же на самом деле получилось, потому что выглядит запах аппетитный, очень-очень мягкий, воздушный.
Вы знаете, совсем и неплохо. Я скептически к этому отнесся, но я очень рад, что я сделал. Единственное, что я вам советую, когда вы будете брать йогурт, посмотрите, чтобы это был грек или греческий йогурт, который более по составу более такой тяжелый, потому что я взял йогурт, который намного жидкий, конечно, оно не получилось такое пышное, как и хотелось, но все равно оно все очень пышное здесь и мягкое, потому что в данный момент у меня получилось как суфле, поднялось и немножко опустилось, потому что не хватает этого тела йогурта. Но все равно я скажу, что даже с таким простым йогуртом, что я пользовался этого рецепта, получилось очень-очень вкусно. На этом хотел бы с вами попрощаться, пожелать вам самого-самого наилучшего. Берегите себя, своих близких и знакомых. А самое главное, всем мирного неба. А самое главное, всем мирного неба. Пока-пока.